Всем привет! Сейчас, когда мы живем в городе, у нас есть буквально все. Супермаркеты просто наполнены продукцией. И выбор просто огромный. Но буквально 100 лет назад очень много людей жили в селах. И все выращивали сами. Начиная от овощей и фруктов и заканчивая скотом. Поэтому мы решили отправиться в деревню, чтобы провести там 24 часа. Покажем, как там люди живут и добывают себе пропитание. Поверьте, будет очень интересно. Но скажу сразу, единственное, с чем в деревне туго, так это с развлечениями. Благо, местами можно поймать интернет и зарубиться в Mobile Legends. Играя в нее, не соскучишься даже в деревне. Бои тут проходят 5 на 5. А длится игра до тех пор, пока вражеская база не падет. Тут огромное разнообразие героев, танки, маги, убийцы, стрелки. А крутые спецэффекты и графон сделают твой бой более зрелищным. Зови друзей и получай награду. Собирай команду и попытай удачу в отборочных СНГ для участия в чемпионате мира, который будут транслировать на русском языке. Кстати, призовой фонд в отборочных турнирах $9000. Поэтому переходи по ссылке в описании и качай Mobile Legends. И возможно, чемпионом следующего турнира станешь именно ты. Итак, наши 24 часа начинаются с того момента, когда всходит солнце. И первое, что нужно сделать, так это покормить курочек. Кормим пшеницей. Заходим в курятник и видим, что курочки снесли яйца, поэтому забираем их. Отправляемся на огород и смотрим, что мы можем тут найти. Первое, это, конечно же, картошка. Откапываем ее. Собираем. И складываем в корзину. Следующий корнеплод, который мы выкопаем, будет морковка. Тоже складываем ее в корзину. На соседней грядке растут болгарские перцы. Конечно же, срываем их. Продвигаемся дальше по огороду и находим баклажаны. А также цукини. Мы собрали целую корзину овощей. Возвращаемся обратно во двор и направляемся к колодцу. Сбрасываем в него ведро. И поднимаем его уже с водой. Овощи моем. И складываем в большой друшлаг. Готово. Давайте быстро сделаем себе завтрак. Когда-то давно все готовили на вот таких печах. А это аналог нашей плиты. Огонь тут регулируется добавлением или убавлением железных колец. Разжигаем печь. Ставим сковородку. Добавляем столовую ложку масла. Нарезаем в сковородку болгарский перец. И разбиваем яйца. Присаливаем их. И через 5 минут все готово. Снимаем сковородку с огня. И выкладываем яичницу на тарелку. Быстренько завтракаем и идем дальше. Пока утро, нужно успеть подоить корову. Пока мы к ней шли, успели поиграться и с теленком. Итак, садимся на стул. Подставляем ведро. И начинаем доить. У нас получилось меньше половины ведра. На землю ставим 3-литровую банку. И переливаем в нее молоко. Накрываем крышкой и готово. Помимо того, что это молоко можно пить и оно намного жирнее магазинного, из него можно делать кисломолочные продукты. У нас есть молоко, которое скисло. Из него мы и будем делать творог. Вот этот жирный слой сверху — это сметана. Перекладываем ее в баночку поменьше. Остальное закрываем крышкой и ставим в кастрюлю с водой. И подливаем еще. Вода кипела ровно 1 час. И сыроватка отделилась от творога. Поэтому сливаем содержимое банки через марлю. После чего складываем ее. Немного выжимаем жидкость и подвешиваем стекать на 1 час. Разворачиваем марлю.
И видим просто офигенный домашний творог. Поверьте, то, что продают в магазинах, даже близко не стояло с этим. У нас получилось полкилограмма творога. Давайте превратим его в твердый сыр. Берем утреннее молоко и отмеряем пол-литра. Кастрюлю ставим на печку. Высыпаем творог и вливаем пол-литра молока. И просто ждем, пока сыроватка не начнет отделяться. Снимаем. Сливаем все это еще раз. Выжимаем жидкость. И обратно в кастрюлю. Добавляем туда один желток. И перемешиваем. Также сода и соль по вкусу. Сыр начинает плавиться и густеть. Добиваемся вот такого состояния, когда он тянется. И перекладываем его в тарелку. Руками все трамбуем. И в холодное место. Если мы посмотрим на деревню с высоты птичьего полета, то станет ясно, что почти всю территорию занимают поля. И чаще всего это поля с пшеницей. Сейчас-то все это убирают комбайны. А вот раньше люди вручную с помощью серпов срезали пшеницу. Мы тоже воспользуемся серпом. Срезанные колоски перекладываем в мешок. Завязываем его. И с помощью вот такого приспособления под названием цеп бьем наш мешок с колосками. Спустя минут 10 его нужно потрясти, чтобы зерна упали на самый низ. И можно его открывать. Убираем уже пустые колоски. И видим на дне мешка зерна пшеницы. Но они вперемешку со всякой шелухой. Поэтому на какое-нибудь покрывало с большой высоты сыпем нашу пшеницу. Она падает, а остальную шелуху уносит ветром. Теперь отбираем чистую пшеницу и перекладываем в мешок. Мы попытаемся сделать муку сами. Для этого берем вот такую дробилку. Пересыпаем в нее чистую пшеницу. Подставляем чистое ведро. Включаем дробилку и приоткрываем заслонку, чтобы пшеница сыпалась в барабан. Готово. Но это еще не мука. Здесь очень много крупных фрагментов, поэтому все это нужно просеять. Да, это не идеальная мука, но из этого уже можно испечь хлеб. Но в нашей печке хлеб не сделать, поэтому будет упрощенный вариант в виде лепешек. Для этого в миску вливаем стакан сыроватки, которая осталась после творога. Одно яйцо. Сюда же пол чайной ложки соды. Соль. Столовая ложка масла. Ну и конечно же наша мука. Добавляем ее. И перемешиваем. Должно получиться тесто, которое не прилипает к рукам. Формируем из него шарик. И разделяем пополам. Досточку припыляем мукой. И половину теста раскатываем в корж. Сковородку ставим на огонь. Пару столовых ложек масла. И наша лепешка. Жарим ее на среднем огне. И через 3 минуты переворачиваем. И первая лепешка готова. А за ней и вторая. Разрезаем все это накрест. Получается то же самое, что и кусок хлеба. Давайте сделаем основное блюдо. Для этого в миску вливаем литр сметаны. Очень хорошо присаливаем. И теперь чеснок. Раздавливаем его. Чистим. И пропускаем через чеснокодавку. Остается хорошо перемешать наш соус. Берем овощи, которые собрали еще утром. И чистим сначала картошку. Ее нужно действительно много. Также чистим морковку. Нарезаем картошку на довольно крупные куски. Морковку тоже крупно. Цукини. Еще из овощей нужен лук. Поэтому поднимаемся на чердак. И набираем его. Там он обычно хранится до зимы. Лук чистим.
и нарезаем крупными полукольцами. А теперь самое главное, кусок свинины, а это шейная часть. Нарезаем тоже крупно. Готовить все это мы будем в вот таком чугунке, только вдумайтесь, ему больше 100 лет. На дно отправляем половину лука. Дальше наш соус, куски мяса, картошка, морковка, соус, опять мясо, картошка, морковка, соус, свинина, лук, картошка, опять чесночный соус и цукини. Все, ставим чугунок на печь. И накрываем крышкой, чтобы все хорошо протушилось. Спустя 1,5 часа все готово. Переносим котелок на стол. Набираем его содержимое и перекладываем на тарелку. Также готов и сыр. Нарезаем его. На вид он очень похож на магазинный. Кладем кусочек на нашу лепешку и получается бутерброд. Итак, почти все готово. Наливаем себе стакан молока. И наконец-то приступаем к обеду. Наша лепешка очень похожа на ржаной хлеб, а сыр гораздо вкуснее магазинного. Ну и само собой мясо с овощами просто отличное. Все идеально протушилось. В наших блюдах мы использовали масло, но знаете откуда оно? Сейчас мы покажем. На огороде растет еще и подсолнух. Убираем ненужные нам цветочки и срезаем шляпу. Перекладываем ее в мешок. Когда он полный, вываливаем все это на покрывало. Из стебеля подсолнуха делаем палку, и чтоб семечки повыскакивали, просто бьем по ним палкой. По итогу складываем покрывало семечками и пересыпаем в ведро. И ссыпаем с большой высоты, чтоб всю шелуху унесло ветром. Руками убираем уже крупный мусор. И получаются чистые семечки. Эти семечки большие, поэтому часть можно отсыпать в сковородку. Хорошо их обжарить. И будет то же самое, что и покупные семечки. Мы набрали целый мешок. Сверху его складываем и завязываем веревкой. Загружаем его в телегу. Садимся рядом, и на повозке мы поехали аж в соседнее село. Там мы и поменяли семечки на полный бидон масла. Это масло отличается от того, что мы привыкли покупать в магазине. Оно очень сильно пахнет. Также в деревне есть фрукты. Мы собрали немного яблок, груш и слив. Из всего этого мы сделаем компот, поэтому нарезаем фрукты. Скидываем в кастрюлю, а сливы идут целиком. Заливаем водой. И ставим на печь. Пусть компот варится сам, а мы будем собираться на рыбалку. Поэтому нужно накопать червей. Собираем их. И перекладываем в спичечный коробок. Также нужна прикормка для рыбы. Мы будем использовать макуху. Ее нам дали вместе с маслом. В общем, это уже сухие прессованные семечки. Заливаем водой. Перемешиваем, и макуха начинает разбухать. В это же ведерко кладем садок для рыбы. Берем удочку и отправляемся на рыбалку.
Раскладываем удочку и на крючок насаживаем червя. Готово. Забрасываем удочку в воду. И пока мы дошли на рыбалку, макуха уже разбухла. Поэтому лепим из нее шарики и прикармливаем рыбу. Ну и просто ждем. Вообще, любовь к рыбалке мне привил дедушка, еще очень в раннем возрасте. Помню, как мы с ним просыпались в 6 утра и вместе собирались на рыбалку. Даже если ничего не поймали, то не страшно, ведь интересен сам процесс. Когда сидишь на рыбалке, время как будто останавливается. Постоянно о чем-то задумываешься, вокруг поют птички, в общем красота. Просидели мы без клёва полчаса, как тут наконец-то первая поклевка. И первый карась, довольно крупный, больше ладошки. Отцепляем его и бросаем в садок. За 1,5 часа мы поймали 3 карася. Отправляемся домой. Достаем рыбу из садка и избавляемся от чешуи. Все, караси почищены. Пока мы все это делали, коты просто сходили с ума. Поэтому одну рыбу делим на 4 части. И отдаем котам. Просто посмотрите, как жадно они едят. Карась рыба костлявая, поэтому, чтобы косточки не чувствовали, сделаем надрезы. С 2 сторон. Присаливаем карасей и натираем мукой. Готово. На сковородку подливаем масло. И обжариваем рыбку. Три минуты на одной стороне и переворачиваем. Благодаря муке получаем очень красивую корочку. Все, рыба готова. Выкладываем на стол также лепешка, болгарский перец, бабушкины маринованные огурчики и, конечно же, компот, который сварился к нашему приходу с рыбалки. Караси получились вполне вкусными. Но даже обычная еда в деревне, когда ты работал весь день, становится в 10 раз вкуснее. Поэтому ужинаем. И на этой ноте наше нахождение в деревне заканчивается. Эти сутки были очень насыщенными. Надеюсь, из этого видео вы узнали много всего нового. Обязательно ставьте свой лайк и подписывайтесь на канал. Если это видео набирает 300 тысяч лайков, то мы снимаем выживание в лесу. Также пишите в комментариях, как часто вы ездите к своим бабушкам и дедушкам в деревню. И что вы там делаете. Всем пока!